Всем привет, друзья! С вами Йорш, и сегодня поговорим про первый дальняк. Дальнее путешествие для меня, на самом деле, эта поездка уже больше, чем на 100 километров за один пробег, так сказать, на мотоцикле. Может быть, со мной кто-то не согласится, особенно бывалые, кто ездит по 1000 километров и больше. Понятно, что для них дальнее путешествие, оно более дальнее. Однако для меня, как для человека, который только, можно сказать, познает, начинает свой путь мотоциклиста, мой опыт всего лишь 2 года. Для меня даже поездка чуть больше, чем на 100 километров за один раз, это уже все-таки дальняя поездка. В связи с этим связаны некоторые нюансы, некоторые открытия, которыми мне с вами хочется, дорогие мои, поделиться. Мой первый, по-настоящему, как я считаю, дальний трип, он связан с поездкой в Карелию. Сам я нахожусь в городе Санкт-Петербурге, а до Республики Карелия, а именно до Сартовалы, до которой мы всей нашей дружной группой решили ехать, примерно 300 километров. То есть сам по себе вот этот проезд за один раз получается 300 километров. Значит, какие важные моменты мы учли при планировании? Для начала мы построили точки, в которых мы планируем останавливаться. То есть монастырь посмотреть, на мост глянуть, который рядом с ним, посмотреть на каких-то зверушек в зоопарке, которые по пути, посмотреть на водопадики первые, которые у нас будут тоже по пути, отъехав от трассы, по которой мы едем. А также заехать в крепость, в историческую, в крепость Орешек. Также посмотреть местный музей. Ну и пообедать, естественно, где-нибудь посередине дороги. Я имею в виду середину маршрута нашего движения. Все планы пункта были выполнены, забегая вперед, вам скажу. При этом есть некоторые моменты, связанные с этим. Во-первых, могу сказать, что остановок не должно быть слишком много. На эти 300 километров примерно где-то, наверное, 2 остановок длительностью по полчаса-часу максимум, хватило бы с головой. Мы останавливались и на подольше, потому что изучение каких-то мест занимало больше времени, а соответственно ты устаешь. Поэтому если ты рассчитываешь именно за день преодолеть какую-то дистанцию, то лучше всего, наверное, километров по 150 примерно разбить. По крайней мере для меня на мотоцикле это прям идеальная какая-то золотая середина, как мне кажется. 150 километров, потом отдых где-то полчаса, можно пообедать, выпить, не знаю, пополнить запас воды, и после этого продолжить свое путешествие. Потому что большее количество остановок и большее количество насыщенных мероприятий, они сильнее выматывают, и из-за этого теряется концентрация на дороге. В плане того, что именно 150 километров, это совершенно не обязательно. У каждого, вполне я уверен, индивидуальная какая-то цифра, кому-то комфортнее одно, кому-то другое. Плюс еще очень многое зависит от мотоцикла. Я здесь говорю только про дорожный конкретно мотоцикл. У меня Bajaj Dominar 400, одностволка. Все это очень индивидуально, это понятно. У меня 150 километров. Активности на этих точках остановки это прям must have, друзья. И не просто выйти размять спину. Постарайтесь построить маршрут, даже если вы едете на какое-то такое небольшое расстояние, 300-500 километров. Постарайтесь найти какие-то все-таки точки притяжения, в которые приезжают туристы, в которые приезжают посмотреть что-то. Потому что прогуляться от мотоцикла на расстоянии 20-30 минут пешей прогулки, посмотреть какие-то красоты, леса, горы, озера и проникнуться историей, возможно, того места, в которое вы попали, это все очень ценно. Это добавляет самой поездке какого-то большего объема. Потому что если мы рассматриваем просто саму поездку от Петербурга до Сартовалы по трассе, на самом деле ничего интересного. У тебя весь взгляд направлен на дорогу вперед, немножко по бокам ты видишь лесочки, немножко ты видишь мостики с речками, и все. В общем-то, больше ничего в путешествии особо такого интересного нет. Эти точки остановки, о которых я говорю, места притяжения, в том числе туристов, или даже если это не туристическая точка, но просто о которой вам сказали, заедь туда, посмотри, не пожалеете, заедьте, не поленитесь, это прям очень хорошее дело.
вам точно понравится. Даже если там просто стоит полуразрушенный монастырь, и там просто куски камня навалены, и особо на самом деле смотреть не на что. Само по себе ощущение истории и то, как вы проникнетесь этим, это именно вот это вот переживание, чувство жизни. Это и есть самое классное. Конечно же, рассказывая про первую дальнюю поездку, я не могу здесь не упомянуть про седло и про вообще посадку про саму. На мотоцикле меня научили ездить в мотошколе. Принцип активной посадки, который пропагандирует наше преподавательское братья. Значит, в ней, в общем-то, я и ехал свои 300 километров. Ну, насколько я могу воспроизвести эту самую активную посадку и насколько могу исследовать. Могу сказать, что спина у меня не устала, поясница тоже не устала. Единственное, что у меня затекла, простите, жопа. Именно сами бедра снизу подзатекли. Это произошло примерно где-то через 2-2,5 часа моего путешествия. Что касается самого седла, вот у Bajaj, не знаю, очень удобное, очень комфортное, приятное сиденье. Я не ощутил каких-то особых неприятных ощущений от того, что я на протяжении там нескольких часов сидел на сидушке, которая по умолчанию в Bajaj. Ну, может быть, еще потому, что, как бы, ну, новый там этот самый поролон, он приятный, мягкий, хороший. Единственное, все равно устаешь от того, что ты находишься в одной монолитной позе. Немножко, чуть-чуть затекают руки, но я бы не сказал, что это как-то сильно критично. Скорее, больше устает рука держать газ открытым рукой. Причем, кстати, забавная штука, меня научили правильно, нормально открывать газ, и для вас тоже вот я лайфхаком поделюсь. Используйте вот эти вот два пальца прекрасно, то есть мизинец и безымянный, для того, чтобы газ подворачивать рукой. Это очень приятно, очень комфортно, помимо вот этой части основной, которой вы открываете газ. А во-вторых, они облегчают именно постоянное удержание, то есть у тебя рука сама устает чуть меньше. Поэтому я не могу сказать, что я сильно прям устал, но это из того, что я, так сказать, ощутил, это то, к чему вы тоже можете быть смело готовы. Плюс ноги становятся чуть более ватными из-за того, что ты практически все время едешь там на верхней передаче, ничего никуда не кликаешь, не переключаешь. Задний тормоз ты практически не используешь, потому что ты едешь по трассе, и вот из-за этого ноги немножко затекают, потому что они находятся в одном положении. Если вот чуть-чуть привстаешь там на подножках, чуть-чуть размялся, все, этот эффект уходит, поэтому это точно однозначно могу рекомендовать. После того, как попадаешь в финишный пункт, после того, как ты видишь, что тебе осталось там буквально 5 километров или 3 километра до пункта назначения, наступает некоторое ощущение эйфории, что да, вот это круто, ты добрался, ты наконец-то сам смог доехать, и приходит какое-то состояние легкости, прям такой дополнительный подъем сил, как второе дыхание. В этот момент хочу предостеречь, особенно новичков, от того, что не стоит сильно откручивать газ, не стоит сильно прям вдохновляться этим, потому что очень велик риск того, что вы уже уставший и можете недорассчитать свои способности управления мотоциклом и скоростной режим не соотнести. Плюс дорога, если вы по ней едете впервые, может быть для вас неизвестной, и все это может сыграть вам не на руку, к сожалению. Имейте этот момент в виду, потому что я за собой ощутил желание, вот этот вот порыв, быстрее добраться до своего финального пункта, хотя я никуда вроде как не торопился. И вот в этом моменте будьте осторожны на дороге, потому что любой следующий поворот может оказаться каким-нибудь с двойным тройным апексом. Поэтому будьте максимально собраны и осторожны, особенно в самом конце пути. Это первое видео про мое путешествие в Сартовалу, в Карелию, потому что есть что рассказать, и я не хочу просто затягивать видео до там 40-50 минут. Потом посмотрите там вторую часть, продолжение и третью, потому что у каждого из этапов путешествия есть свои нюансы, есть свои тонкости, и они очень сильно отличаются один от другого. В заключение хочу сказать о времени, которое я отводил на эту самую поездку. Я проехал, получается, вот эти 300 километров, вот в первый день, как мы выехали, наверное, часов за 4-5, где-то, может быть, даже чуть больше. Все это благодаря остановкам, которые мы делали. И вам я тоже рекомендую никуда не торопиться. Я понимаю, что есть более быстрые мотоциклы, которые позволяют скорее ехать. Я имею именно внутреннее ощущение в виду, когда ты сам как бы себя внутри подгоняешь, не нужно этого делать. Выберите вот время, в которое вы хотите поехать куда-то, именно все это время
время посвятите поездке. Все, что с вами происходит по пути, это все и есть ваша жизнь. Именно ради этого ощущения мы и начинаем свои дальние поездки, мы и начинаем вообще, по сути, на самом деле, любые поездки, просто часто не замечаем это. Поэтому, друзья, от всей души желаю вам ровных дорог, интересных новых впечатлений, больше времени на подобные приключения. Ну а с вами, как всегда, был Йорш. Увидимся в следующей части видео, в том числе про путешествие в Карелию.